Эпатаж – это не мое. Друзья. Все считают, что женские формы – это классно. Я считаю, что это очень однобокое суждение. Постоянно меняется положение тела, какое-то происходит взаимодействие между мастером и моделью. И, то есть там много эротичности, понятно, какие-то прикосновения на контрасте с болью. Это нравится работать с мальчиками, я работаю с мальчиками. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Михаил Колесников и «Кожа и кости». Мы продолжаем, собственно, наши беседы с лучшими тату-мастерами России. И сегодня у меня в гостях одна из самых прекраснейших представительниц, собственно, тату-сообщества нашего русского, Валентина Рябова. Валя, привет! Очень рад тебя видеть у себя в гостях. Вот, надеюсь, всем будет очень-очень интересно. Ты такая неординарная личность. Ну что, расскажи, Валя. Давай начнем с того, вот где ты училась? На кого вообще? Это долгий ответ будет. Училась. Основное образование было на графического дизайнера. В принципе, я когда поступала, я была очень неуверена, потому что больше хотела заниматься классической живописью именно. Но на поступление в Репино требовалось долгое очень время, много лет. И сразу со школы мало кого туда берут, очень сложно попасть, соответственно. Но по итогу очень довольна, что именно графический дизайн, он мне сильно пригодился, потому что я еще тогда не планировала заниматься татуировкой, но вот по исходу вышло так, что очень много полезных знаний оттуда. И плюс было много курсов именно по живописи, художественной школы и прочие сопутствующие. То есть у тебя прям профильное получается, к татуировке с профильным образованием. А вот ты играешь на виолончели, я знаю, да? Нет. Нет? Это фотографии такие? Я даже таких фотографий не помню. Нет, было что-то такое с каким-то... Ты на музыкальных инструментах играешь каких-то? Нет, у меня с музыкой очень все трудно. Я пыталась учиться играть на барабанах, потому что мне очень нравится, как звучат они. Не пошло. То есть я позанималась месяца 2 с репетиторами. Во-первых, времени не очень достаточно. И на установке, и на электронной я дома репетировала что-то. Но очень тяжело. И то есть музыкой все-таки, наверное, лучше с ранних лет заниматься. И времени было не очень достаточно, поэтому... пока я закончила с этим. Возможно, как хобби еще вернусь когда-то. Ходят слухи, что ты на 6 языках говоришь. Это такие же, как про виолончель. Да. Я говорю почти на 4. И понимаю еще там несколько языков, отдельные слова какие-то. Просто потому что смежные. Тут у нас русский, английский, немецкий. Французский. То есть лучше всего русский, потом английский примерно одинаково с французским. Немецкий я сейчас учу активно. Быстро идет, но пока, естественно, уровень очень самый простой. Все равно круто. А испанский, там всякие итальянские? Испанский мне почему-то не очень интересен. Итальянский хочу начать учить позже, если, опять же, как-то от скуки. Но он красивый, в принципе, интересен, и много очень смежных слов тоже с французским, по крайней мере. Слушай, то, что касается образования татуировки, то есть татуируешь сколько ты лет, скажи? 5. 5? Ага. А первую татуировку себе сделала во сколько? Себе 18. 18. Как-то мне и не горело до этого, и так совпало, что в первый такой легальный уже возраст. Угу. Сама как считаешь, со скольки все-таки людям стоит делать татуировки лет? Про это сильно не задумывалась. У тебя... Мне кажется, как-то субъективно. Может быть, и раньше 18, может, кому-то и никогда не стоит. Смотри, ты училась рисовать, 5 лет татуируешь, сейчас рисуешь ты постоянно все равно? Не постоянно, но постоянно хочу, рисую не постоянно. Часто рисую какие-то скетчи знакомых, потому что портреты люблю делать, какие-то зарисовки там по пути, пейзажи, портреты больше всего, но быстрые. То есть на долгие у меня пока времени не очень хватает.
Но хочу когда-то там в ближайший год переехать, вот, ну, пожить подольше в Питере, походить на курсы живописи. Мгм. Ну, как считаешь сама вот рисование, в целом занятие, ну, не только вот татуировка, а именно живопись, какая-то работа там с натурой, насколько важна ты, собственно, татуировщиком? Ну, опять же, я не люблю ничего навязывать. У меня это было вот базой, из-за чего быстро пошло развитие в татуировке. И, в принципе, для меня татуировка — это просто одно из способов рисования, один из способов. То есть просто кожа — это очередная там какая-то поверхность, на которой ты можешь что-то изобразить. И прежде всего логично сначала научиться изображать, потом уже материалы ставить. Мгм. Ну вот на тебе вот самой реализм, вот, но есть, я смотрю, от Мердока красивые у тебя орнаменты. Как ты вообще думаешь, что вот себя закрашивать дальше, вот как? Ну, я не так много планирую больше делать чего. В целом, мне всегда казалось, что украшение тела непосредственно, оно хорошо выглядит больше вот с какой-то полинезийской татуировкой, с чем-то черным, поэтому вот мне Мёрдока стиль как-то ближе, потому что он такой адаптированный на современность, но близкий все равно к каким-то Ну, то есть, сакральным. вот именно как бы я вижу, ну, вот использование анатомии очень красивое, как бы, вот, ну, в орнаментах в целом, то есть работа с телом такая. Вот сама ты делаешь, ну, работаешь в цветном реализме, то есть вот как, вот, ну, понятно, что нравится тебе, ну, там, вот его художественная составляющая. А вот в плане именно татуировки, то есть как вот это с телом работает? Ну, это всем известно, что это плохо с телом работает. Но То есть я по большому счету рисую. Как это уже именно завязать там на части тела? Ну, прежде всего, реализм, да, если делать его, лучше делать на всю часть тела сразу, не пятном. Ну и композиция, да, часто проблемные места вот эти, там в рукавах, например, то есть основные картинки ты делаешь без искажения по части тела, и уже остаются какие-то невнятные, довольно пустые по композиции места, вот на сгибах там. Мгм. Ну, ты сама вот не думала ввести, собственно, в свой реализм какие-то дополнительные элементы, именно, ну, динамические какие-то орнаментальные составляющие, которые как раз выстроят, ну, татуировку, потому что, ну, реализм, он выглядит как, ну, как пятно, как бы. Одно дело, когда еще хорошо это пятно с черными, мне кажется, вот, ну, местами. А когда, например, это фон там голубой какой-нибудь или зеленый, ну, вообще. И он заканчивается же, вот мне непонятно, почему бы не сделать именно, ну, то есть вот они, ну, как бы делается, вот вы делаете это как пятном именно неким, ну, набирая фон и не делая никаких четких граней, собственно. Чего бы не придать ему динамики какой-то там и не сделать там какую-то, просто вывести спиральку, что же для художника же несложно вроде бы. Ну, чтобы вывести спиральку, надо, я считаю, с точки зрения именно дизайна подойти так комплексно и все-таки на всю часть тела придумать эти спиральки, как они конкретно будут располагаться. Вот на данный момент я предпочитаю там направлять как-то клиентов в сторону орнаментальщиков и совместно что-то там придумывать. То есть мы делали вот этот проект, делал Саша Харин вместе с Мёрдоком. Ну, то есть пока я не чувствую в себе потребности заниматься там дизайном. Это правильно и интересно, но это я пока откладываю на потом. Ты работаешь прям с фотки, то есть, ну, или как ты работаешь в основном? Фотография чаще, фотоколлаж и часть дорисовка из головы, там какой-то процентов 30-40. Мне вот несколько раз задавали вопросы по поводу работы несколько дней подряд. То есть вот прям у всех, ну, понятно, что это от стиля зависит, кто как выстраивает этот процесс. Ты сама вот как работала там 2-3 дня подряд, какие-то такие штуки? Да, в реалистической стилистике, мне кажется, 3 дня максимум. Ну, больше там уже и проблематично. То есть и кожа для мелких деталей, она более как бы капризна, под нее требуется больше каких-то параметров, чтобы она была в хорошем состоянии там, и не как бы уставшая, не отекшая сильно. После 3 дней уже выделяется слишком много лимфы, какое-то в целом очень свойства кожи меняются. Поэтому для хорошего заживления все-таки 2-3 дня, мне кажется, оптимально. Даже 3 я очень редко делаю. Угу. Ну, вот у тебя какой процесс, то есть, ну, вот именно у реалистов? Ты движешься, ну, как-то по зонам или просто покрываешь именно там вот ее там 2 дня подряд? Ну, то есть, как движется работа? Можешь? Но процесс у меня больше отходит от композиции. То есть сначала какие-то первостепенные элементы, более крупные, более важные. Их я уже как базу располагаю, там одно здесь, одно там. Делаю какие-то основные части, и это не обязательно смотрится как законченная работа. То есть абсолютно мне это не смущает, что, допустим, здесь пятно, и человек полгода с этим ходит, пока не продолжится работа.
Ну, то есть главное это конечный результат. То есть для композиции оптимальнее начинать с больших участков важно. Мгм. Анестетики ты какие-то используешь? Анестетик один только мне нравится, гель Feel Better, по-моему, называется. Мгм. То есть он 5% содержание лидокаина, наносится на травмированную кожу и обезболивает на час примерно. Вот, обезболивает очень сильно, до полной нечувствительности кожи, но подходит он немного кому из мастеров, потому что нужно сильно растравмировать кожу перед этим, и должны оставаться не прокрашенными, только очень мелкие участки, не больше полусантиметра. И, то есть я именно делаю общий такой слой первый, и потом уже детали поверх, перед деталями я его могу использовать, до смысла нет. Ну что, вот конвенции расскажи, пожалуйста. Часто бываешь на конвенциях? Часто приходится бывать. Но в целом они утомительны, хотелось бы реже, но из-за большого количества друзей в разных странах не получается. А приходится почему? Ну, потому что хочется видеться с приятелями, с друзьями, обмениваться информацией, там, новостями какими-то, и удобнее всего это на конвенции. Ну, то есть как площадки именно для общения, Ну, то есть у меня встречи с мастерами. Ты выставляешь что-нибудь на конвенции или в жюри сидишь там? Как-то редко удается выставлять. Обычные клиенты какие-то все чем-то своим заняты, и законченные работы, там по миру немного их достаточно. И в жюри тоже бываю. Ну, далеко не каждый раз, но где-то 40% от посещаемых. Угу. Ну, сейчас вот как у тебя примерно по вот соотношению процентному, сколько ты в России, сколько за границей по времени? Последние, наверное, полгода было 50/50. Сейчас стараюсь все-таки больше в Европу. Там много своих плюсов в работе. В Питере сейчас нахожусь, наверное, 20% времени вот по планам на ближайший месяц. Угу. Какие плюсы? Скажи прям так. Ну, самые очевидные это по деньгам. Во-вторых, гораздо мне интереснее по обществу коллег там. То есть, коллеги немного другого уровня, не знаю. То есть в Питере не так уж их много, за кем мне бы интересно было наблюдать, с кем советоваться. Ну и там я нахожу, то есть студии, в первую очередь, где именно коллеги интересны. Ты по большей части в Германии сейчас. Да. Кто там вот перечисли прям вот троих коллег, которых прям вот очень тебе всегда приятно там видеть, и за кем ты, собственно, так Ну, следишь? конкретно в Германии мне всегда их приятно видеть. То есть часть людей из тех, за которыми я слежу в Инстаграме, например, они по той или иной причине в той студии не работают, но в целом, то есть я ездя по Европе, по конвенциям и по студиям, и находясь в Германии, там в этой студии, часто пересекаюсь, со многими мастерами, я троих не могу так выделить. Да. Ну вот русских. Вот, Дэн скажем. Яковлев. А почему именно русских? Ну, потому что мы, видишь, для русскоязычного контингента. Денис Сивак, он украинец, бывает тоже там. Да. Третьего я, наверное, даже не вспомню. Дамантеса там вижу часто, это литвин. Ну, то есть вот из русских это как бы Дэн и Сивак? У меня... Славянских. Ой, да, это такие каверзные вопросы. У меня сложно с предпочтениями по мастерам, потому что мне прежде всего нравится, когда люди выстраивают объем. То есть у меня именно очень такой узконаправленный взгляд на татуировку. Мне прежде всего важно рисование в ней. И уже во вторую очередь качество, даже исполнение, там какая-то композиция, это все для меня уже дальше идет. Поэтому, естественно, мастеров в России очень много хороших. Просто по моим сугубо запросам их немного достаточно. Вот тату-мастера, вот Джерри вот тут был недавно, как бы. Нравится ему, собственно, работать с девочками, но говорит в основном у него мальчики. Вот. А ты предпочитаешь работать с кем? С парнями? У меня нет проблем, как у Джерри. Мне нравится работать с мальчиками, я работаю с мальчиками. Нет, у меня есть разные клиенты, девочки тоже есть, но их вот по факту 20% где-то. Как думаешь, с чем связано? Я не думаю, что это с чем-то связано. Я думаю, в целом, я наблюдаю за коллегами, у всех больше парней. У реалистов, по крайней мере. А у реалистов больше парней? Больше все-таки парней, особенно в цвете. То есть ЧБ еще девочек много тоже. На цвет спроса мало среди женщин. Наверное, Тоня Трошина, я знаю, в Москве делает такие довольно женственные татуировки. У нее в основном девушки, татуируются. Слушай, ты же все равно так или иначе вот об этом как-то размышляешь. С чем думаешь связано? То есть намеки. Какие намеки? То есть понятно, что... В целом, парню попасть к такой прекрасной девушке, на страдания, наверное, зачастую намного интереснее и приятнее, чем идти к какому-нибудь Джерри или еще кому-то, чтобы их пытали.
Мне лично интереснее и приятнее работать с девушками. И у меня, ну, вот в процентном соотношении, ну, мне кажется, 70-80% как бы это девушки. Но ты именно ведешь запись-то? Слушай, ну как бы так случается. Мне сначала как бы просто вот прям нравилось работать именно так. Я долго парился, думал, типа, блин, ну как же так, парни такие вот там все мужественные, много тела, там всякое такое, как бы, а у меня вот девушки и девушки. И мне как-то разок Дима Беляков говорит, типа, а что ты? Я говорю, ну, ему рассказываю об этой вот своей зоопарке, говорит, что ты выдумываешь? Девушки самые лучшие вообще клиенты. Они более ответственные, как бы, у них меньше проблем все равно всегда с деньгами. Почему? Да потому что девушке все равно может помочь молодой человек, так или иначе. Молодому человеку никто помогать не будет с такими темами. Сам должен помочь. И поэтому как бы в этом как раз и есть. Ему еще помочь и девушке надо, понимаешь, своей некой сложности. Ну и работать в целом как бы вот с женским телом мне приятнее. То есть оно там красивое, там чистое, ну и вообще все как бы ухоженное. Вот практически всегда. То есть вот у тебя получается вот больше парней. Тебе интереснее просто работать? Поняла уклон сейчас вопроса. Но у меня запись ведется сейчас, ну, в первую очередь из-за записи, наверное, тоже формируется процентом девушки-парни. То есть мы в первую очередь отбираем с помощницей, которая занимается почтой, отбираем по свойствам кожи в первую очередь. То есть я смотрю по фотографиям, чтобы была белая кожа, примерно там какой-то оптимальный возраст, потому что, опять же, реализм очень детальный, очень требовательный такой стиль. Вот. И в первую очередь смотрим на комплекцию, кожу, там, возраст и пожелания. То есть уже если запрос подходит, если кожа подходит, тогда уже мы записываем, и там уже просто так случается, что это чаще всего мужчины. Да. По работе с ними, ну, в основном они все ухоженные, все в порядке, все хорошо, претензий у меня нет. Это прийти мужчине, прийти на сеанс к мужчине, может отнестись халатно. Да, наверное. Вот, Джерик нам тут рассказывал про как бы бартерные схемы татуировок, как бы, вот, и, ну, там, секса. Молодые парни, ну, вот, вернее, парни, клиенты к тебе с такими предложениями подкатывали какие-нибудь? Ну, возможно, они писали ВКонтакте когда-то раньше, когда я через контакт вела запись, что-то подобное бывало. Сейчас я, во-первых, не читаю никакую почту, слава богу, вот мне помогает Татьяна, помощница. И сейчас, ну, она мне как-то шутит там про Facebook, что она иногда разбирает что-то подобное, какие-то предложения вообще не берут. Ну, вот у тебя какой-то есть на памяти, есть просто какой-нибудь прям стрёмный вообще угарный случай? Связанного с татуировкой нет, то есть отдельно всякие сообщения сумасшедшие, понятно, бывают, а так с клиентами нет, они все как-то, они вообще стесняются и флиртовать, и так очень себя все спокойно ведут. Понятно, очень хорошо. У тебя правильная. Удивительно, я даже удивляюсь. Позиционирование. Смотри, вот ты, как я понимаю, была одной из учредительниц Blackout. Да. То есть ты и Ахарин вдвоем открывали его или как? Ну, мы открывали как бы много народу, сразу нас было, но изначально, да, набирали, ну, как-то формировали идею, скорее, да, я с Сашей. Ну, вот я про идейную, да, какую-то составляющую. И сколько ты собственно, в Blackout была? Да. Ну, около 3 лет, наверное. Может, 2,5, может, 3. Еще думаешь студию открывать в Питере или нет? Пока думаю, что нет. Во-первых, просто какая-то предпринимательская деятельность мне не слишком близка, мне довольно это кажется энергозатратным таким. Проще, конечно, когда есть какой-то мужчина, кто помогает, и совместно это все делать. Ну, то есть я не отрицаю, что это может быть, но пока планов нет. А вот помощница, ты говоришь, у тебя давно у тебя есть какой-то вот ассистент? 1.5 года. Он у тебя там, она на проценте? Она удаленно работает на фиксированной зарплате. Чем занимается именно? Она разбирает почту, Инстаграм, Директ мы нигде не указываем как средство связи, то есть она его не читает. ВКонтакте тоже давно уже запись не ведется. Фейсбук и Инстаграм. Ой, нет, Фейсбук и почта. Понятно. Но сама ты тоже в инсте там не отвечаешь сейчас никому там? Бывает, если делать нечего совсем, то захожу, но редко. Так, ну вот смотри, как бы вот у тебя что, татуировок вот много всяких красивых, там сплит языка у тебя, да? Поможешь что друзьям? Перса у тебя в каждой половинке еще. Ага, ништяк. Эпатажная? Эпатаж это не мое.
Я видел несколько твоих выступлений, ну вот в Шибаре, как бы шоу. То есть, что вот расскажи, как бы в каких-то таких, может быть, общих чертах, как тебе вот кажется вот о Шибаре, например, что, в чем именно привлекательность, ну, то есть вот такого сексуального искусства, я не знаю, как это назвать. Ну, там довольно много аспектов, их даже так сложно сразу сформулировать все. С одной стороны, это считается японское традиционное искусство, то есть там показывается эротичность женского тела, какая-то его пластика, подбираются какие-то позы, в которых модели там какое-то время непродолжительное находятся. В целом это динамический такой процесс, поэтому делаются шоу, то есть это не то, как все представляют, что человека связали, и что, как бы вот он связан, там стоит на сцене, кому это вообще нужно, что это за бред. То есть динамический процесс, постоянно меняется положение тела, какое-то происходит взаимодействие между мастером и моделью. И, ну, то есть там много эротичности, понятно, какие-то прикосновения на контрасте с болью от веревок, они чувствуются приятней. Ну, то есть в целом такое вот взаимодействие, ну, как аналогия секса, такое образное просто представление на эту тему. Ну, вот когда представление это заканчивается, ты вот в каком состоянии находишься? Модель находится, ну, в возбужденном, скорее всего. Твои действия, в общем, ну вот закончилось представление. По мне, кажется, ты должна находиться просто, ну, в нереальном сексуальном, как бы вот прям, ну, возбуждении. Потому что само по себе, как бы вот эти, ну, фиксации, ну, то есть это очень такое, очень-очень мощное действие. То есть что вот, ну, вот оно закончилось, допустим. Насколько часто вообще ты вот как правильно сформулировать? Ну, как часто ты занимаешься шибари, наверное, можно сказать. До татуировки было где-то года 2 раз в неделю, там несколько раз в неделю, раз в 2 недели, то есть довольно регулярно, часто. Сейчас при татуировке это раз в несколько месяцев где-то. Ну, там проблема в том, что мастеров, которые хорошо умеют связывать, не травмоопасны, потому что это в целом, ну, опасная довольно практика, и может сильно травмироваться могут нервы, то есть какие-то части тела могут, даже там рука отказать, то есть это опасно очень сильно, особенно там с моей профессией. Вот. Поэтому сейчас стараюсь редко это все делать, и проблема в том, что мастеров очень мало, которые умеют связывать так. Ну, то есть это 1-2 буквально человека там в одном городе, которых ты знаешь постоянно, и, ну, все равно хочется какого-то разнообразия. И уже как-то не так и много знакомых. То есть вот я в Германии буду сейчас разузнавать, что, где и как. А после связывания, ну, понятно, там бывают какие-то... Я уже плохо помню, потому что я редко этим занимаюсь. Вот. А так, это просто делается больше для картинок в голове, какие-то воспоминания именно от сеанса, от самого. Круто. Ну, как некая медитация в процессе. А сколько по времени вообще длится? Это то же самое все, что секс. То есть может быть 10 минут, может быть 1,5 часа. У кого что, как. Как пойдет. Это как общение такое тоже. Аллегория. Очень красиво. Просто у меня есть тоже и татуировщики знакомые, которые прям, ну, вот прям прутся вообще. То есть, что прям очень и красиво, и там кто-то учиться сам там начинает ходить, там вот, вязать узлы, потому что красивая штука. Вот. Обычно пока представления вживую люди не видят, никому особо не нравится. То есть мне всегда нравилось и по фотографиям, потом совершенно случайно попала на выставку фотографий на тему шибари, ну вот такую офлайн. И там было живое представление, вот после него все, я вот так уже смотрела, и очень хотелось поучаствовать, но в тот же день мне не дали попробовать, потому что сказали, это все опасно, тебе надо побыть моделью какое-то время на обучении там, и так далее. Ну и потом молодой человек, который меня привел на выставку, он как раз не стал этим ничем заниматься, его унесло в другие там направления, более какие-то экстремальные. А я как раз вот осталась и 2 года плотно очень занималась. То есть там тоже проводятся фестивали, как по татуировке, очень крупные, международные, тоже очень интересное общение, именно с разными странами, тоже с людьми. Ты ездил на такие фестивали? Да, но они были и в Питере тоже.
То есть, который вот в Германии там есть другой, там я пока не была, но съездила бы, по идее, там в какие-то ближайшие месяцы. А в Питере, в Москве была где-то еще, по-моему. Ну, то есть они такие. Ну, Да. то есть это не какое-то там мимолетное, просто было там увлечение. Ну, Да, то есть это вот да, довольно одно сильно. из хобби. Круто, хорошее хобби. Какие вот у тебя, ну, допустим, там татуировка, шибари, есть что-то такое, что вот у тебя в Много жизни? того, что прямо в эротический уклон уходит, то есть пол-дэнс, ну вот танец на пилоне, потом в секс-шопе я работала продавцом, не жалею, не стыжусь, мне это все интересно разговаривать об этом всем. Ну, то есть я считаю это абсолютно нормальной частью жизни, одной из лучших ее сторон, и почему бы и нет. Потом увлечение — это живопись, естественно, рисунок тоже там чем-то, графикой какое-то занятие. Ну, спорт приходится любить тоже. Путешествия какие-то там, активный отдых тоже, да, здорово. А вот смотри, я помню, на конвенции ты участвовала же в каком-то шибари-шоу? Да, в Питере я выступала на конвенции татуировки, когда еще не татуировала или только начала. Ага, я просто думал, что это было, ну, когда ты уже участвовала и как мастер, вот, и я такой думаю, как вот Валя, интересно, после такого представления Идет Работать? татуировать. Да, не очень там работается, потому что еще и плюс ко всему тело, вот опять же, как мы обсуждали про подвешивание, тело расслаблено, то есть в веревках ты себя чувствуешь, ну, грубо говоря, как в гамаке, и это вызывает такое околомедитативное состояние, целиком расслабленные мышцы, это довольно не свойственно организму, то есть немного измененное состояние сознания, опять же, из-за скованности, из-за бандажа, это сильно влияет на психику, особенно у девушек, у многих. Мгм. А вот подвесы именно на крюках тебе не нравятся? Ну, нравится, но пробовать не хочется. Какой-нибудь амбициозной целью поделишься своей какой-нибудь вот такой вот прям какими-то вот прям такими планами, не знаю, на год, там, на 2, на Амбициозные 3, цели вот прям на год, на какой-нибудь, 2. да. Просто я объясню, вот как бы я беседую с татуировщиками, с разными, да, успешными. Ты успешная девушка, татуировщица, ну, русская, прям вообще ого-го, представительница, как бы. Вот, и нас смотрят очень много тату-мастеров молодых, то есть которые в целом вот в своем каком-то жизнеполагании, ну, возможно, опираются на что-то совсем там, как бы, ну, то есть человек хочет стать татуировщиком, вот, и делает татуировки, допустим, там за расходники. Ну, то есть, и там думает, ну, как бы ставит себе какие-то цели и представления такие, что, ну, ему не стать никогда, как бы, там, действительно мастером, ну, с подобным каким-то отношением. Вот мне хочется вот узнать, как, ну, вот, ты состоявшаяся татуировщица, то есть вот какие у тебя, допустим, вот идеи, какие у тебя там мысли, стремления, там, не знаю, что тебе кажется такого? Есть всякие и долгосрочные планы, и краткосрочные. Ну, по большому счету, сейчас мне хотелось бы переехать, да, заниматься больше уже в каких-то комфортных условиях работы, в какой-то стабильной студии, обходиться без госпотов, потому что Германия по Европе — это, в принципе, ну, так объективно довольно удачное место Ты хочешь переехать в среди Германию европейских именно? стран, да. Вот. И, значит, устаканиться там. В качестве госпотов я бы оставила Штаты, но это надо получать визу туда, тоже это все не так легко. Ну, вот уже находясь в Германии, я думаю этим заняться, то есть в ближайший год где-то там. Вот. Ну, опять же, это дает возможность путешествовать. Путешествие — это вдохновение. Ну, опять же, это все как-то так или иначе связано с творчеством. Многие мастера там или художники, они всегда говорят, что я должен обязательно хорошо отдыхать, чтобы хорошо работать. Ну, это все, да, хорошая мысль. Вот. А в далекое будущее, так мне хотелось бы, по поводу своей студии я сильно не думала, но мне кажется, это как неизбежный такой шаг рано или поздно, наверное. Ну, как бы твои идеи, да, то есть вот студия, ну, тоже в Европе. Большая. Конкретно Ну, еще короче, это. окей, так. Где именно? В совсем дальнем будущем хотелось бы поменьше заниматься татуировкой и уйти больше в живопись. Но это, то есть тут нет причин почему я дольше хочу поработать. Ну, как-то вот молодые годы я больше вижу все-таки в татуировке, а уже там постарше, когда можно как-то спокойненько сидеть, там порисовывать, я бы уже сидела, порисовывала, писала бы картины. И всегда хотела сделать выставку картин маслом на тематику мужской какой-то эротичности. Вот тело мне очень нравится она, я считаю, что искусство очень недооценено, связанное с мужчинами. То есть в Древней Греции там когда-то раньше это все было там здорово, на пике, а сейчас очень недооценивается. Все считают, что женские формы — это классно.
Я считаю, что это очень однобокое суждение. Спасибо. Спасибо, что хоть кто-то вот заботится вообще о мужской сексуальности, ее представлении вообще в мире искусства. Хорошо, приятно. Валя, хотел у тебя спросить по поводу здорового образа жизни. Расскажи, как бы, что, вот я знаю, ты в зал ходишь постоянно вообще, где бы ты ни была. Что там вот у тебя там, куришь ты, пьешь ли? Что там у тебя? Ну, я просто так сложилось, что мне не нравится ни пить, ни курить, ни употреблять никакие вещества. А зал не то чтобы нравится, но по профессии полезно. И, то есть у меня со спортом не плотные взаимоотношения всю жизнь, но последние года 2 стараюсь ходить регулярно, но все равно это иногда раз в неделю, иногда 5 раз в неделю по-разному. А вот хобби какие-нибудь, ну вот связанные с каким-то активным отдыхом, не знаю, там сноуборд, серф, какие-то там. Серфинг вот понравился, но пробовала всего 2 раза, сноуборд пробовала 1 раз, не мое, ну и холод я не очень люблю, и тем более холодные там эти виды спорта. Не знаю, с активными как-то не очень. А на серф где вставала? В Португалии и в Доминикане. Понравилось? Да, но Португалия посложнее, там волн больше гораздо. Так, в Доминикане для начального уровня легко довольно. А кайт какой-нибудь не пробовал? Не, ничего не пробовал. Парашют мне нравится, но это не особо активно, ты там просто падаешь. Ты много раз прыгала? 2. Понравилось. Да, очень. Понятно. Ну, тарзанки всякие тоже. Слушай, вот не знаю, ты в курсе же вот последних там скандалов с голливудскими разными режиссерами? Там, вот этими актерами, что там, Нет. sexual harassment. Вообще И нет. вот эти все там актрисы, вот тут был «Золотой глобус», там все пришли там в черном, в плане там, что против, вот домогательств со стороны Видела у мужчин. фотографов посты в Инстаграме, а так я фильмы не смотрю, поэтому я вообще не в курсе. Фильмы не смотришь? Вообще никакие? Ничего не интересно. Иногда могу какие-то документальные там посмотреть, а в целом почему-то не мое совсем. Мгм. Ну, к вопросу просто вот о как бы вот этом sexual harassment. Как ты сама вот относишься, ну, феминизм, то есть вот идея именно женской самостоятельности, ну, какой-то вот вполне определенный, очень похожий на мужскую какую-то, то есть что ты сама-то как вот относишься к этому движению, там, не знаю, феминистическому? Как к нему не отношусь? В целом я знаю, что меня по жизни немножко, ну, не раздражают, но я не очень люблю типично женские какие-то качества, там, какую-то способность совсем подряд смириться, там, что-то терпеть. Мне нравится какая-то деятельность, больше мужские черты характера, вот, ну, типичные, они мне гораздо больше импонируют, но какие-то околополитические там взгляды или что-то такое социальное, мне это все не интересно, я просто, ну, делаю, как мне удобно и нравится. Что-нибудь готовить ты любишь, нет? Ну, почему-то, да, ничего не делаю из того, что женщины делают дома. И дома стараюсь не делать тоже. Ну, это, наверное, потому что ты татуировщица. Слушай, ну можешь дать какой-нибудь... Ведь ты же понимаешь, что вот ты, я не знаю, для кого-то, для большого числа девушек, конечно же, там, начинающих татуировщиц, да, ну, и парней там наверняка тоже прям, как это, символ, образ, там, то, к чему стоит стремиться. Вот какие-то, знаешь, основные, вот что человеку стоит, как бы, на что обращать внимание или что делать, чтобы его прогресс, ну, действительно был, ну, там, когда. Я считаю, это либо есть в характере, либо нет. То есть, если ты от природы какой-то там, ну, от рождения целеустремленный, настойчивый, какой-то любишь учиться, развиваться, стараться что-то там, ну, как-то это либо есть, либо нет, мне кажется. Если человек пассивный всю жизнь, то вряд ли его чей-то пинок там сильно спровоцирует. Но, может быть, я не права. Но в целом, мне кажется, если вы просто любите учиться, то, пожалуйста, учитесь и как можно больше там у коллег, которые старше там по опыту и как-то более успешны, допустим, либо какие-то курсы, вот рисование сильно помогает, чтение там дома в интернете какой-то пластической анатомии, если в реализме работаете, ну и так далее, то есть какие-то все возможные источники. Ты вот сама ходила на какие-нибудь мастер-классы, курсы по татуировке По кому-нибудь? татуировке я хотела бы, но как-то не совпадало, ни разу не была нигде, но хотела бы сходить на чьи-то мастер-классы, да. А сама проводишь ты Да, мастер-классы? раз, ну, несколько уже проводила. Для именно
на уже тех, кто татуирует? Для продвинутых уже, как бы, да, кто уже со вкрасом у них проблем нет. Именно вот нюансы по рисунку, по форме, по объему, по цветам. Ну и как пользуется у нас вообще это там спросом каким-то? Ну, Сколько? довольно-таки, да. Сколько у тебя людей приходило? Ну, группа 10, иногда бывало, там, если много желающих, то до 15 продлевали. В ученицы тебя, в ученики просились люди-то? Ну да. Как ты сама об этом думаешь? Ну, не сильно это такое, не знаю, благодарное дело. Как-то у меня, я работала раньше репетитором до татуировки по живописи, по рисунку. Ну, то есть в таком ключе там более-менее мне интересно с людьми заниматься, но это редко я вижу, просто у людей достаточно много стремлений. У меня был один, ну и есть один друг, которого вот я знала плохо, он пришел на мастер-класс, и он показал мне свои рисунки, что он ходит на курсы, также живописью занимается и переезжает специально в Питер. Там, ну, то есть он живет в другой стране, приезжает сюда на несколько месяцев именно учиться, не работает, посещает курсы именно по живописи и рисунку. То есть у человека как-то комплексный подход хороший, он и на мастер-класс пришел, и там старается, и там, и читает что-то, и развивается как-то. Вот с ним было интересно, то есть я ему помогала в чем-то, и он очень сильно, мне кажется, вырос. Но прежде всего он вырос сильно по живописи, сейчас уже стал подтягивать татуировку. То есть мы заметили, что проблема была в том, что он недостаточно, может, много посещал госпотов с хорошими мастерами. Именно как только он начал, сразу сильный рывок тоже. Ну, то есть общение... Ну да, это немалая очень доля, да, от развития. Ну что, друзья, наша передача подходит к концу, и мы приблизились к нашей прекрасной традиционной рубрике с розыгрышем призов от гостей. Валентина в качестве приза приготовила замечательный подарок. Это будет портрет победителя, выполненный с натуры Валей. Поэтому вы получите не только ваш портретик, вы получите еще и время общения с Валей. А задание такое. 2 увлечения Валиных, которые могли бы стать ее профессиональной деятельностью. Она не перечислила. То есть давайте 2 направления, в которых Валя могла бы получить еще образование. То есть была бы заинтересована, и которые являются сейчас просто хобби. Да. 2 направления, которые могли бы стать сферой деятельности Валентины, а которые на данный момент являются просто хобби. Пишите. Пишите через 2 недели. Мы посмотрим все ответы, выберем правильный. Ну и, собственно, останется связаться с Валентиной. И пересечься где-то на просторах или нашей родины, Европы, где-то. Ну и получить, собственно, свой подарок. Ну что, друзья, собственно, передача наша подходит к концу. Я надеюсь, вам было очень интересно и приятно смотреть все это время на мою гостью. Валя, спасибо тебе большое. Спасибо. Я надеюсь, тебя не очень утомил своими расспросами. Всех тебе, собственно, благ В твоих начинаниях, тебе успехов. Ну, я надеюсь, увидимся в скором времени. Спасибо. Все, друзья. Всем пока.